Друзья, привет! Я, как обещал, расскажу, получается, уже третью историю, третью часть врачебных ошибок, если можно так сказать, если можно так назвать, с момента получения мной диагноза и до сегодняшнего дня. Вот. Но прежде чем про врачебные ошибки рассказывать, я остановлюсь на своем текущем состоянии. Вот. И сейчас получается основная проблема, одна из основных проблем, это побочки от бевацизумаба. Получается, сегодня 20-й день, как я его получил, как мне ввели этот бевацизумаб, и побочки продолжаются, то есть болевые ощущения в ногах, в суставах. И вот сегодня онемели на одной ноге, пятка онемела, и началось покалывание по всей ступне. Вот, а по второй ноге тоже какое-то сильное болевое ощущение, но уже сверху ступни. Вот. Это касаемо бевацизумаба. И боли в ногах, как я уже говорил, появились в самом начале, но они постепенно опускались. То есть бедро, голень и потом вот сейчас ступни. Не знаю, почему так происходит, но вот как-то у меня вот так вот. И основная проблема у меня, но это уже, наверное, не бевацизумаб, а, возможно, опухолевого процесса, чего очень бы не хотелось, конечно, это боль в пояснице. То есть появилась боль очень сильная и прям сильно напоминает по ощущениям те боли, которые были до начала терапии, таргетной терапии. Вот, когда у меня там позвонки развалились один, и поражены были еще 5. Но неприятные ощущения довольно-таки. Не знаю, дотяну ли я до контроля. Контроль у меня, наверное, будет в середине апреля. Но вроде как по ощущениям боль это нарастает. То есть скованность нарастает, я не могу наклониться, но очень сложно, то есть выполнять какие-то бытовые моменты с такой спиной. То есть прямо ходить и выпрямившись полностью, какие-то мероприятия выполнять я могу, а вот, например, наклоняться, где-то что-то подтянуть за счет спины, то уже не получается. Вот. Это прям сильно напрягает. Ну ладно, посмотрим, что там будет. И у меня еще получается 5 марта у меня деносумаб будет вколот. Вот, и посмотрю на состояние костей и позвоночника после деносумаба. Там буду принимать решение. Может быть, МРТ пройду вне контрольного вот этого осмотра КТ. Ну, видно будет после 5 марта, как вообще организм на деносумаб отреагирует. И все равно постепенно выйдет бевацизумаб из организма. Может быть, он как-то влияет, может быть, какие-то воспалительные процессы идут в местах, например, поражения костей метастазами. Ну, видно будет. Итак, вот, что я хотел рассказать. Я хотел подробно рассказать о ситуации с метастазами в голове. Это вот касаемо врачебных ошибок. И всю суть, то есть частично я уже рассказывал, а сейчас более подробно. То есть суть какая? Мне в сентябре, в конце сентября провели гамма-нож. У меня было обнаружено 5 метастазов в головном мозге. И потом, соответственно, я старался каждый месяц делать МРТ головного мозга и наблюдать в динамике, что происходит с этими метастазами. Вот, по-моему, первый месяц я пропустил, начал с ноября. Ноябрь, декабрь, январь делал МРТ. Вот, и каждый из этих МРТ показывал, что 3 метастаза стабильны, то есть они находятся в таком же состоянии, без отека, без всего, и с такими же размерами, как и до гамма-ножа. Ну, то есть стабилизация. Никто не может сказать, то есть мертвые они, не мертвые, это надо делать
ПЭТ головы, вот, чтобы понять, то ли некроз это, то ли это метастазы живые, вот. Но два метастаза, два очага, они постоянно наращивали отек. И, соответственно, в январе я сделал МРТ, и это МРТ отправил на пересмотр одному профессору Ильялову. Вот. Очень хороший специалист по голове, по опухолям головы. И он мне написал, что у тебя еще 8 новых метастаз, которые, причем, он нашел и в декабрьском МРТ, и в январском МРТ. Но основной нюанс в том, что декабрьский МРТ я делал в МИПСе, то есть частная организация, а январский я делал в онкодиспансере. Оба с контрастом. Одинаково все. Ни МИПС, ни диспансер не нашли у меня ни одной из этих 8 новых метастаз. Я не знаю, по какому принципу они там рассматривают эти картинки. Может быть, они смотрят на текущий метастаз, да, если они применяются, там что-то у них, то они начинают искать новые. Может, они вообще не ищут новые. Я не знаю, как пропустили, но и та, и другая организация пропустили эти новые метастазы. Вот. И, соответственно, я и в МИПС позвонил, и в диспансер написал заявление на пересмотр дисков. Из МИПСа мне сразу же позвонили, говорят, приезжайте, наш специалист посмотрит диски с вами же, вот, и сравнит, как-то не резюме, да, сравнит описание, то есть то, которое было, и то, которое я получил от внешнего специалиста. И когда я пришел туда, в МИПС, мы сели и посмотрели на компьютере, поискали эти новые метастазы. И действительно, МИПСовский специалист говорит, да, вот, да, я пропустил. Вот 8 штук, которые действительно есть, которые действительно присутствуют. Без объяснений. Ни то, как пропустил, ни то, почему, ничего не было. Просто да, они мне напечатали новое описание и с указанием 8 этих новых метастаз. Ну, извинились, конечно, все. Вот. Не знаю, есть ли смысл разгонять эту тему дальше, в плане там наказать виновных и так далее. Вот. А пока не до этого. Но суть такая. При этом я написал в этот же день, получается, ну не в этот же день, 2 февраля я написал заявление в наш диспансер о том, что прошу пересмотреть диск с участием там федерального центра, вот, и дать новое описание. И до сих пор сегодня, получается, у нас 1 марта, до сих пор никаких вообще ответных обратной связи от диспансера нет. То есть они мне не позвонили, не сказали, да, мы отправили там на пересмотр, ничего не сказали. Не сказали, не позвонили, не сказали, да, действительно, у вас там есть метастазы новые, и мы пересмотрели. Вообще никакой ответа, никакой реакции и ничего. И вот я 5 числа пойду к своему онкологу, поговорю, то есть с ней, как получить ответ дальше. Вот. Но суть самое важное, самое главное, что я хочу донести сейчас, особенно тем, кто вот родственникам, да, у кого больные, и сами больные, если сами контролируете все процессы, обязательно диски пересматривать. Обязательно пересматривать диски внешними специалистами какими-то, да, платно, да, дорого. Но это важно, потому что момент такой. В декабре, в конце, у меня прогрессирование случилось в печени. То есть нашли метастаз в печени. И в декабре же, и в январе еще метастазы в голове. Новые, 8 штук. То есть это не просто прогрессирование. Это общее системное прогрессирование было. И нужно было на семертине переходить не в феврале, когда мы перешли, а по идее, когда у нас появилась и печень, и голова. То есть я в декабре мог узнать о том, что у меня и в печени новые метастазы, и в голове новые метастазы. Но мы этого не сделали по причине того, что из печени РЧА сделали, то есть вроде как
олигопрогрессирования, да, когда единичные очаги появляются, их можно удалять, остаться, то есть на том же препарате, но удалять вот индивидуально каждый очаг. А у меня, оказывается, и голова, то есть и печень спрогрессировали. Вот. Это очень важно. Ладно, 2 месяца, да, но, может быть, там как-то это протянул этот момент с переходом на осимертиниб, да, ну, неизвестно вообще, как это повлияло вообще на состояние и на дальнейшую мою болезнь, как бы повлияло переход именно в декабре. Ладно, не в этом суть, а суть в том, что для людей это может быть кардинально важно. Потому что если пропустили декабрь, одна клиника, пропустили январь, другая клиника, также могут и февраль, и март пропустить, понимаете? А для кого-то 1-2 месяца или 3 с новыми метастазами, это все уже, это, ну, можно сказать, приговор к чему-либо. То есть, может быть, смена терапии, да, важна, может быть, нужно срочно там из-за каких-то отеков там и появления новых метастаз производить срочные действия, там, ну, вплоть до операций каких-нибудь хирургических. Я не знаю, ну, не найти 8 метастаз в голове, это, ну, мне кажется, это прям совсем ошибка. Ну, как можно не найти 8 метастаз новых в голове? Это же так важно, контролировать голову. Есть люди, которые, ладно, я там одну линию имею в запасе, да, может быть, оттянул там, не знаю, хорошо это или плохо, наверное, нехорошо, то, что у меня не в декабре мы начали смерть не пить, а в феврале только. Но есть же ситуации, когда срочно нужно поменять, потому что они же могут моментально вырасти, они могут моментально дать какие-то клинические проявления. Ладно, у меня не было, у меня были клинические, но, скорее всего, они связаны именно с отеком, то есть у меня было какое-то раскоординированность какая-то, ну, то есть такое состояние нехорошее. Вот. А сейчас голова четкая. Не знаю, бевацизумаб это, либо осимертиниб, но тем не менее. И поэтому очень важно пересматривать диски. Не только головые диски пересматривать, но и диски по телу, по КТ. То есть я вот сейчас нашел себе 2 специалистов. Одному я отправляю голову, а другому я отправляю тело. КТ, ПЭТ-КТ, например. Вот. Ну и плюс смотрю, что мне тут пишут еще местные специалисты. Вот. Поэтому нужно обязательно пересматривать. Не знаю, может быть, наплыв там пациентов, может еще что-то. Может быть, врач отвлечен был, плохое настроение. Там. Не могу вообще ничего сказать, по какой причине так произошло. И ладно бы произошло в одной клинике 1 раз, да, ну как можно из разных совершенно структур, то есть частная и государственная, да, и взять и сделать одну и ту же ошибку, ну это прям не везет, кстати, на голову, то есть если вы посмотрите это ролики, есть у меня первая часть, вторая часть, да, первая часть была связана с тем, что МРТ мне вообще не сделали головы, хотя при моей нозологии, при раке легком, МРТ головы это первостепенно по клиническим рекомендациям. Второе, это то, что мне назначили афатинип вместо осимертиниба в самом начале, в первой линии. Вот, хотя везде, опять же, по клиническим рекомендациям, при моей нозологии, при поражении там больше 3 частей тела метастазами необходимо осимертинип в первую очередь назначать, не афатинип. Вот, я не знаю, как сейчас осимертинип сработает в моем теле, понятия не имею, но во второй линии он хуже работает, чем в первой линии. Вот, и сейчас такой еще подарочек в плане 8 новых метастаз, которые не заметили. Вот, поэтому будьте внимательны, всегда все перепроверяйте. Здесь все очень сложно и нужно кардинально прям четко подходить к результатам вот этих всех контрольных исследований, потому что они влияют на нашу жизнь, на терапию. Все, не болейте, всем удачи.